Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с дневником немецкого офицера 31-й пехотной дивизии Вермахта. В этой части дневника мы узнаем, как немецкое командование готовилось к наступлению советских войск. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Но мы начинаем. 18 июля 1943 года. В первой половине дня противник занял свои старые позиции. Очень оживленное движение одиночных солдат, групп и автомашин за передним краем противника. Особое оживление в районе отметки 38.8. Умеренная деятельность артиллерии противника. 15:45 телефонный звонок начальника штаба. 17-й пехотный полк в ночь с 18 на 19 июля сменяет два батальона 258-й пехотной дивизии. 31-я пехотная дивизия также должна отправить 909-й дивизион штурмовых орудий. Причиной внезапного введения 17-го пехотного полка является большое скопление противника перед левым флангом 102-й пехотной дивизии и правым флангом 258-й пехотной дивизии, которые ясно свидетельствуют о наступательных намерениях противника. Сменяемые 17-м пехотным полком батальоны будут расположены в качестве корпусного резерва, сзади угрожаемых участков фронта. В 16:10 приказ 17-му пехотному полку. Полк должен подготовиться так, чтобы он при получении в 18:00 приказа командования дивизии мог немедленно выступить. В 16:30 командир полка получил устный приказ командира дивизии о введении в действие. В 16:30 командиры 31-го саперного батальона и батальона связи были информированы о перегруппировке и получили приказ на перегруппировку. В 18:15 прибыл приказ командования корпуса о введении в действие 17-го пехотного полка. В 20:00 был издан соответствующий приказ командования дивизии. В 20:30 1-й и 3-й батальон 17-го пехотного полка выступили. В 20:30 прибыл приказ командования корпуса о создании тыловых позиций. Командир 31-го батальона, начальник тыла дивизии и начальник снабжения были вызваны к командиру дивизии. Командир 31-го батальона получил задание принять руководство строительством позиций. Начальник тыла дивизии мобилизовать нужные для этого гражданские лица, а начальник снабжения обеспечить снабжение рабочей силы. В связи с тем, что во время смены частей возможной атаки противника, командир дивизии обсудил с командирами пехотных дивизий ход смены и попросил оставить смененные части в качестве резерва на позициях до 3 часов ночи. 17-й пехотный полк принимает командование в 2 часа ночи. В 12:20 поступила телеграмма из штаба корпуса. Из радиоперехвата ясно, что противник хочет ночью захватить внезапным ударом важные опорные пункты. 19 июля 1943 года. Полковник принимает дела у начальника оперативного отдела. В 20:30 17-й пехотный полк принял новый участок. Смена была нарушена бомбардировкой. Кроме этого, никаких событий. В 3 часа ночи на участке 256-й пехотной дивизии очень сильное наступление противника. При сильной поддержке артиллерии, танков и штурмовиков. Противник сумел прорваться в направлении села Тросно. Одновременно был атакован правый фланг 17-го пехотного полка. Эта атака была отбита. В 6:30 утра командир дивизии объявил боевую тревогу пехотным полкам и артиллерийскому полку. Тревога также распространяется на артиллерийские передки и на обоз. Командир 17-го пехотного полка получил указание держать тесную связь с правым соседом и через офицеров связи быть в курсе положения. При дальнейших атаках противника правый фланг дивизии становится большой угрозой. В 7:30 утра командир 17-го пехотного полка ввел часть 14-й роты и полковые резервы для обеспечения фланга. Первый батальон 17-го полка получил приказ принять на себя обеспечение правого фланга. Две атаки противника в 8 часов утра и в 12:40 с силой до 200 человек против 17-го пехотного полка были отражены. Противник при этом вел интенсивный обстрел. В 11:00 штаб корпуса сообщил, что передовые части противника подошли вплотную к северной окраине села Тросно, атакуют высоту 231.1, которая находится юго-восточнее Тросно.
Командир 17-го полка доносит, что в 11 часов утра полк вступил в соприкосновение с правым соседом. Левый фланг соседнего полка на старых позициях, и только правый фланг оттеснен назад. В 12:30 17-й пехотный полк отразил атаку 3 рот на высоту 247.7. В 13:00 штаб корпуса приказал направить 3-ю роту 31-го дивизиона противотанковой обороны с подчинением ее 17-му пехотному полку. Перед 208-й пехотной дивизией снова отмечены танки. Так как 258-й пехотной дивизии придают отряд «Тигров», командир дивизии попросил вернуть дивизии роту, как только прибудут «Тигры». Перед участком дивизии много раз наблюдались танки. На основании наблюдения за противником командование дивизии в 19:00 донесла в штаб корпуса. Перед всем участком дивизии усиленное движение противника. Наблюдением отмечено скопление пехоты и танков в лесу, во враге севернее и северо-восточнее отметки 257.3 и Красной Зари. Противник силой около 1000 человек занимал исходное положение во врагах отметки 757.3 с обеих сторон дороги и был подвергнут огневым налетам всей дивизии. Во второй половине дня очень интенсивная артиллерийская деятельность противника по всему участку дивизии и по глубине. Умеренная деятельность авиации противника, бомбардировка. Усиливается впечатление, что противник продолжит наступление на участке дивизии с центром тяжести у отметки 757.3. В 20:30 3-я рота 31-го дивизиона противотанковой обороны, согласно сообщению командования 258-й пехотной дивизии, снова в распоряжении дивизии. Обратный марш к дивизии на рассвете 20 июля. В 9 часов вечера телефонограмма 12-му, 17-му, 82-му пехотному полку, а также 31-му дивизиону противотанковой обороны. Чтобы помешать приготовлениям противника к наступлению, провести огневые налеты из всех видов пехотного оружия и всей артиллерии 20 июля в 12 часов ночи. Разведывательный отряд «Резерв дивизии» входит в лес, что у села Новая Жизнь. Правый сосед контратакой снова овладел Тросно. 20 июля 1943 года. Ночь прошла спокойно. В 10 часов вечера прибыл приказ командования корпуса номер 10. Дивизии теперь подчиняется 611-й тяжелый артиллерийский дивизион. Штаб корпуса обещает в случае сильного наступления противника поддержка 306-го батальона тяжелых танков, укомплектованных «Тиграми». В тылу противника движение группы автомашин с юга на север. Воздушной разведкой обнаружено во врагах восточнее леса Турейка около 50-60 танков. В 9 часов телефонограмма всей дивизии. Первое. Крупные скопления танков противника в районе Тросно. Также скопление противника на западной, северной и восточной опушках леса Турейка. Исходное положение пехоты противника южнее линии высот 247.7 и 257.7. Второе. Надо ожидать сегодня сильное наступление противника при поддержке танков и авиации. Третье. Главную линию обороны удерживать любой ценой. Я обращаю внимание на необходимость своевременного обнаружения подготовки противника на исходных позициях и на скопление танков, чтобы дать командованию дивизии данные для нанесения массированного удара из всех видов оружия по изготавливающимся к наступлению противника. Пехотные полки 17-й, 12-й, 82-й должны доносить о положении противника не менее 1 раза в час по телефону или по радио. Четвертое. 31-й разведотряд должен быть готов выступить в течение получаса после получения приказа командования дивизии, произвести разведку дорог и участков 17-го и 12-го пехотных полков. У леса Новая Жизнь подготовиться к круговой обороне. Пятое. Строго регламентировать танковые и воздушные тревоги у всех частей, в том числе и у тыловых частей. Я обращаю особое внимание на активную противовоздушную оборону путем использования пулеметов и массированного оружейного огня. Шестое. Обеспечить оборону населенных пунктов, расположенных в тылу переднего края, а также обозов и передков артиллерии до реки Ракитня. На этом сегодня все. Конец 3-й части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской.
Всем пока. До новых встреч.